Приветствую всех! Как вы поняли из названия, тема сегодняшнего разговора пойдет о 25-й руне. Хотелось бы сразу отредактировать тему ролика, так как я назвал его именно таким названием, по той причине, что большинство именно так и называют эту ситуацию, связанную с 25-й плашкой, которая находится в рунном наборе, предназначенном для гадания. Именно плашкой, костью, деревяшечкой, камешком, картой, кто на чем использует рунические символы при гадании, так и стоит называть этот 25-й символ. Дело в том, что если вы захотите начертить рунную формулу, рунный скрипт, рунный став, или просто захотите использовать в виде амулета, как мы используем одну руну, пустую плашку, использовать будет бессмысленно. Она имеет свой смысл только при гадании. Откуда появился 25-й символ в руническом наборе, вы уже должны знать. Если не знаете, в помощь вам интернет. Там информации полно, найдете. Я не об этом. Итак, стоит ли использовать 25-й символ в руническом строе именно для гадания? Те, кто смотрит меня с самого начала, правильно сказать, наверное, все-таки слушает, потому что я особо ничего не показываю, а только рассказываю. Вы все поняли, что я люблю наводить примеры. Ну и здесь мы не обойдем данную ситуацию без примера. Итак, пример. Все люди без исключения в процессе диалога друг с другом используют молчание. Нету человека, который в диалоге постоянно бы давал ответы на все вопросы и ни разу бы просто бы не смолчал. Как дети перед своими родителями, как родители перед детьми, как учитель перед учениками, как ученики перед учителем. Любой в свое время в качестве ответа или проявления эмоций в диалоге использует такой механизм молчания. Родитель ругает своего ребенка, и ребенок молчит, не дает никакого ответа. Учитель в школе спрашивает ученика по заданной теме, а ученик просто молчит. Неужели во всех этих ситуациях у этих людей нету что сказать? Все вы прекрасно понимаете, что есть. Все вы были в этих ситуациях. Каждый, неоднократно. Каждый из нас, ввиду своего характера, своей жизненной позиции, своего нрава, эгоизма, задает рунам вопросы в момент гадания. И руны должны нам дать в этот момент ответ. Ну так скажите мне, неужели справедливости ради в рунном наборе не должно присутствовать молчание? Или руны должны давать ответы всегда, вне зависимости в каком эмоциональном состоянии, в каком тоне, с каким намерением, для чего и как вы задаете вопрос рунам? Все-таки как ни крути, гадание на рунах – это ваш диалог с вашими рунами, где вы задаете вопрос, а взамен ждете ответ. Поэтому мое мнение насчет 25-го символа в рунном наборе для гадания, он должен там быть, так как должна быть возможность ответа в виде молчания. Это не значит, что если вы сегодня создали себе набор без 25-й плашки, этот набор не будет с вами взаимодействовать. Взаимодействие будет, просто система вашего гадания, прорицания, будет отличаться от той, в которой бы присутствовала бы чистая плашка. Каким должен быть ваш набор, вы определите для себя сами, на уровне вашей связи с вашими рунами. На самом деле, если вы еще не создали своего набора на уровне интуиции, как мы люди любим называть, совпадений, произойдет такая ситуация, которая подскажет вам, что в наборе должна быть 25-я руна. Символ.
Пока это все, что я хотел сказать о 25-м символе в рунном наборе. Ну а если у вас возникли какие-либо трудности с изучением рун, задавайте вопросы в комментарии, помогу чем смогу.